Сергей Кириенко, конечно, маг высокого политического астрала. Вроде не имеющие отношения к Малороссии, но вот другие иллюзионисты и маги российского истеблишмента имеют прямое отношение к мистическим местам Украины. Матвиенко в девичестве Тютина родилась в 1949 году в Шепетовке, Каменец-Подольской области Украинской ССР. В мегамистическом для хасидов месте. Все эти области с XVI века были еврейскими центрами. Как же они все-таки похожи? Главный раввин России Бер Лазар и Герман Греф. Но одно лицо. Идеологический разжигатель ненависти между единым славянским народом Украины и России, сионист, украинский обозреватель Виталий Портников, президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Фамилия при рождении Израитель. А ведь все мы будем думать, что они русские, с такими-то фамилиями, или русские немцы. Хотя все это одна невидимая Хазария. Она не поклоняется иконам, не целует крестов. Ее объединяет другое – мистические места, такие, как Анатевка. В Анатевке много чудес происходит. Анатевка – это мистическое место. Где ходять з флагами Машіаха. Тут гучно лунають уривки з Тори, всюди написи на івриті. І це не далекий Ізраїль, а селище Анатевка, єврейське поселення під Києвом. Детей воспитывают по традиціям Хабада. Та іврит. Одна з особливостей навчального закладу – за оцінки учні отримують внутрішні гроші, які можуть обміняти на товари у шкільному магазині. Готовят новую смену внешне похожих на нас людей, ненавидящих москалей і Москву. Так, надвечір у святковий день Lag-BaOmer треба розпалювати велетенські багаття. Ради нас Москва! Воспринимающих все русское как зло. У кого-то есть цель воспитать такое поколение детей. Єврейські традиції в Анатевці переплітаються з українською реальністю. Слава Україні! Слава нації! И через поколение или раньше между этими и нашими детьми будет новая битва. В ней каждая сторона будет отстаивать свои интересы. А может, битвы уже и не случится. И не останется даже воспоминаний ни о битве, ни о людях, сражавшихся за истинные ценности. Возможно, к тому времени уже придет Машиах, и возня с Амалеком, на языке эсперанто означает «с неевреями», прекратится раз и навсегда, как говорит раввин Шауль Айзек Андрощук. Ведь мерилом победы является тотальность истребления Амалека. Истребление Амалека его же руками. А выжившие напишут свою историю, стерев всю остальную. Как было всегда, и скучать по тем временам они, конечно, не будут, а будут демонстрировать благодарным потомкам душевные раны, полученные на той, казавшейся им в свое время вечной войне, и рассказывать, что они зато и воевали, чтобы те могли жить на всем готовом, класть ноги на сиденье в общественном транспорте и вообще. Это, напоминаю вам, цитата из раввина Шауля Айзек Андрущука. А от прошлого останутся только никому неизвестные и ни о чем не говорящие руины какой-нибудь местности, как ничего не говорят нам руины одного из старейших древнерусских замков, находящихся сегодня на территории Украины. Замок Белая Лебедь. Да и что там замок? Ничего не говорит нам священная для всего восточного славянства местность вокруг этого замка.
уничтоженная святыня, найденная, но не обнародованная перед самым распадом Советского Союза. Возможно, эта находка и ускорила распад СССР и образование Украины как отдельного государства. Более подробно смотрите в июле на платформе Boosty ролик «Проклятая земля» или «Тайна замка Белая лебедь». Но сегодня поговорим об иллюзионистах, фокусниках и мистических местах. Когда-то, выступая с думской трибуны, самый молодой российский премьер Сергей Кириенко уверенно раскладывал по аккуратным полочкам экономику страны и столь же уверенно обрисовал маршрут, по которому мы все пойдем после августовского кризиса. Правое дело. Новая сила. Голос России. Мы вместе. Мы союз правых сил. Здравствуйте. Я Сергей Кириенко, лидер Союза правых сил. Мы объединились для того, чтобы победить на выборах в Государственную Думу. Впервые в России все люди демократических убеждений объединились в одну партию, один блок – Союз правых сил. В этом залог нашей победы, в этом гарантия того, что ваши голоса не пропадут. В этом гарантия того, что у России в 21 веке будет профессиональная и грамотная Государственная Дума. Союз правых сил – единственная партия, которая открыто ставит своей целью создание в России европейского цивилизованного государства. Спросите своих детей, в какой стране они хотят жить? В тоталитарном государстве, где чиновник будет за них решать, что им читать, где им работать, как им жить? Или в цивилизованном государстве, которое здесь, в России, без необходимости куда бы то ни было уезжать, может обеспечить человеку достойную зарплату, нормальную цену образования и хороших мозгов, социальную защиту тому, кто нуждается в защите государства. И все эти обещания оказались мифическими, ведь фокусы – это… Фокусы – это ловкость рук и никакого мошенничества. Рассказывают в Новгороде, откуда сам родом Кириенко, одну историю. Сергей Кириенко в бытность нефтяным королем не блистал экономическими успехами и не смог вытащить из долговой ямы нефтяную компанию North Oil, будучи ее президентом в 1997 году. Недолго думая, обратился за помощью в астрал. В North Oil, говорят, трудилась целая бригада экстрасенсов, а несколько кабинетов завалили гороскопами, учебниками по черной магии и прочими тщательно отобранными предметами для контакта с потусторонними силами. Экстрасенсы склонялись над начерченной на бумаге схемой нефтеперерабатывающего предприятия, концентрируя космические лучи вокруг перегонных установок и сгоняли дурную ауру конкурентов. Вы из самодеятельности? Пусть уж мне одному отрубит голову. Специально для скептиков-технократов даже объявили результаты привлечения космической энергии. Переработка светлых и более дорогостоящих фракций из одного и того же объема нефти сама собой повышалась на 3%. Если учесть, что North Oil перерабатывала в год миллионы тонн сырья, то прибавка получалась солидная. Поставщики нефти и владельцы выработанных из нее авиабензина и дизельного топлива фирмы «Солидек» и «Госкомресурс» подписывали соответствующие контракты и перечисляли крупные суммы экстрасенсам на развитие их уникальных способностей. Журналисты, описывающие это нововведение, сначала не поверили слухам, но позвонили вице-президенту North Oil тогда по техническому развитию Степану Глинчаку, и тот, в общем-то, сообщил им потрясающую новость. В целях повышения производства
и эффективности компания разрабатывала методику по использованию экстрасенсорного потенциала. Экстравагантный проект, по его словам, находился в стадии научной разработки, но проект ощутимых результатов не принес, пока Кириенко не применил другой прием – полный дефолт North Oil. Также впоследствии он поступил и с вкладчиками всех известных российских системообразующих банков, применив все тот же испытанный магический прием, как и на кредиторах Норси – полный дефолт. Фокусы – это ловкость рук и никакого мошенничества. До сих пор вы видели, как Дэвид показывал фокусы перед зрительским залом. Теперь настала ваша очередь принять в них участие. Через минуту вы коснетесь экрана своего телевизора. Как это ни удивительно звучит, но Дэвид перенесет волшебство в ваш дом. Точно. Сегодня вы видели, как я выбирал людей из зала. Теперь я выбрал вас. Это важно. Ведь если вы не поможете, следующие несколько минут потеряют всякий смысл. А вот наш план. Если вас несколько человек в комнате, выберите одного. Пусть он встанет и подойдет к телевизору. Близко, чтобы коснуться экрана. Давайте, коснитесь моего пальца. Сегодня в администрации президента Российской Федерации внутриполитический блок курирует первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также в его подчинении Управление информационно-коммуникационных технологий. Это просто. Можете убрать руку. Но не уходите. Через это прикосновение мы совершим чудо. Внимательно всмотритесь и вслушайтесь. Вот в чем дело. Сегодня вы коснетесь пальцем вот здесь и пролетите по кругу. А я вас найду. Даже если вы дома, а я здесь, я буду точно знать, где вы находитесь. Поэтому все фокусники России до сих пор на ваших экранах. С мая 2021 года Кириенко председатель наблюдательного совета Общества знания и иллюзионирует с подрастающим поколением России. С 3 апреля 2023 года председатель наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Сергей Кириенко, конечно, маг высокого политического астрала. Вроде не имеющие отношения к Малороссии, но вот другие иллюзионисты и маги российского истеблишмента имеют прямое отношение к мистическим местам Украины, таким, как все та же Анатевка. К примеру, Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, бывший министр культуры, родился в городе Смела Черкасской области на украинском языке, на Черкащине. Черкащина – это область Украины, расположенная в центральной части Украины. В Черкассы входит украинская мистическая Умань, о ней я вам рассказывала в ролике «Кровавая перезагрузка», он расположен в Бусте, если кому-то интересно. Помимо городов Умани и Смела в Черкасскую область входят неприметные, казалось бы, города Золотоноша, Конев, Корсунь, Шпола, Ватутино, Тальное и так далее. В XIX веке Черкассы являлся одним из центров хасидизма на Украине. В Коневском районе Черкасской области Украины, в междуречье Росси и Росавы, в 15 километров от Конева, расположено неприметное нашему глазу село, ничего не говорящее для непосвященных, но сакральное для хасидов и организации Хаббат. Об этом месте вам не расскажут в российской истории. На таких местах не принято акцентировать внимание. Об этом мистическом месте я обязательно расскажу вам в одном из наших ближайших роликов на платформе Бусти. Может, именно поэтому Владимир Мединский, родившийся в мистических местах, продолжает, по сути дела, стратега Бжезинского, которому принадлежит та самая фраза, раскрывающая суть невидимого управления нашим сознанием. История гораздо больше продукт хаоса, чем заговор. Не случайно, возможно, именно Мединский руководил российской делегацией на переговорах между Россией и Украиной в 2022 году. После этих злополучных переговоров и началась затяжная война. Чьи интересы он представлял
на этих переговорах. Судя по месту рождения, очень сомневаюсь, что русских людей. Валентина Матвиенко, так много выступающая против антисемитизма, за толерантность и очень радеющая за еврейский народ, чтобы ему хорошо и комфортно жилось в России, и ничего не делающая для русского народа, хотя, казалось бы, законы об иммиграции, которые могут прекратить всю сегодняшнюю миграционную вакханалию и о которых говорит Бастрыкин, это не только дело Госдумы, но и ее прямая обязанность. Матвиенко в девичестве Тютина родилась в 1949 году в Шепетовке, Каменец-Подольской области Украинской ССР. В мега-мистическом для хасидов месте. Каменец-Подольская область на Украине относится к западной части Украины и называлась так до 4 февраля 1954 года, хотя сегодня это Хмельницкая область, в разговорном украинском языке Хмельниччина. Чем же исторически примечательна Хмельниччина? В Хмельницкой области, вблизи внешней границы древней четверетичные террасы Южного Бугов, в почвах найдены следы индустрии алдованской технологической модели, которая возникла около 2,5 миллионов лет назад. Исчезла около 1 миллиона лет назад. Эти труды есть на украинском и на английском языках, но о них мы ничего не знаем. В окрестностях города Полонное нашли двухслойное поселение эпохи энеолита бронзы с керамикой трипольской культуры 4-3 тысячелетия до нашей эры и керамической эпохи бронзы 2 тысячелетия до нашей эры. Свидетельствами использования огня людьми в этой местности являются очаги в верхних ее слоях, одни из самых древних обнаруженных в Восточной Европе. Время функционирования верхних слоев этого места относится к интервалу 380-400 тысяч лет назад. Первое упоминание о Полонном содержится в Ипатьевской летописи к событиям 1171 года. Половцы пришли к Полонному, но города добыть не смогли. Остатки древнерусского городища, относимые к XII веку, найдены на правом берегу Хоромы. Меч из Коробчиева, один из самых красивых древнерусских мечей, найденный под Каменец-Подольским, датируется X-1 половиной XI века. Здесь же существовала Балаховская земля. Кстати, рукоять меча, найденный под Каменец-Подольским, европейско-русского типа, орнамент византийского типа. Неподалеку от Каменец-Подольского был найден клад из 297 фрагментов вогнутых монет XIII века византийского типа. Но от русской, византийской и античной истории этого места не осталось и следа. Амалек истреблен, и истреблен практически тотально. Амалек, надо сказать, это вообще первый враг, чтобы вы понимали, напавший на евреев после того, как они свободные вышли из Египта. Об этом практически ничего нам не говорится, мы об этом не знаем, но в Пятикнижии дважды упоминается он как враг еврейского народа всего, с которым должно бороться, пока память о нем на земле не будет совершенно изглажена. Впоследствии вековой вражды между евреями и амалекитянами имя Амалека стало у поздних каббалистов синонимом начала зла и нечистой силы, синоним угрозы для еврейского народа. Амалек спешил за сотни миль, чтобы прекратить путь Израилю. И вот так пишут часто каббалисты. В Танаитской Агаде первое столетие под Амалеком подразумевался, между прочим, Рим. Так рука на престоле Господа, у Господа война против Амалека из рода в род. Талмудисты говорят, никогда престол Господа
Бога, правды, правосудия и любви не будет упрочен, пока семя Амалека, воплощение злобы и преступления, не будет искоренено навсегда. С этого времени имя Амалека стало нарицательным для именования еврейских врагов. Так что нужно понимать, что Амалек – это не какой-то конкретный человек или в истории, а это нарицательный образ для именования еврейских врагов. Это образы, понимаете? Образы. Сакральность Хмельниччины, где родилась Валентина Матвиенко, не утрачена до сих пор. Правда, сакральность – это уже более поздняя и широко известна у хасидов и организации Хаббат. В чем же сакральность этого места, я расскажу на платформе Бусти в ролике «Проклятая земля» или «Тайна замка Белая лебедь». Смотрите в ближайшее время. Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Николаевич Козак также родился в центральной части Украины, в селе Бандурово, Гайворонский район, Кировоградская область. В разговорном Кировоградщине. Вся территория области расположена на правом берегу Днепра. На севере граничит с Черкасской, на северо-востоке с Полтавской, на юге и юго-востоке Днепропетровской, на юге с Николаевской, Одесской областями, на западе с Винницкой областью. И все эти области с XVI века были еврейскими центрами. Хотя вблизи села Гладосы в Кировоградской области 9 июня 1961 года школьником Владимиром Чухраем в степи на правом берегу реки Сухой Ташлык под камнем был найден клад, известный как Гладосы или Гладосский клад. Он состоял из большого числа золотых монет, принадлежащий богатому знаменитому вождю конца VII-VIII века. Обрядовые особенности указывают на славянскую принадлежность погребенного. Областной город Украины Кировоградской области, город Кропивницкий, еще один центр еврейской жизни и еврейской религиозной общины Хаббат. В 1918 году город Кропивницкий назывался Елисаветград. Известно, что во время православной Пасхи в Елисаветграде в ночь с 15 по 16 апреля 1881 года произошел еврейский погром, первый в волне погромов начала 1880-х годов. 15 мая в 19 году в том же Елизаветграде начался погром, который устроили восставшие против советской власти воинские части под командованием атамана Григорьева. За 2 дня погромщиками было уничтожено 1500 или 3000 евреев. А в 1991 году после развала СССР город Днепр, бывший Днепропетровск, стал центром движения Хаббат на Украине. Город, город, тот живем, в котором город гордый, вена плюс аорта, нежный, твердый, разный, классный, модный. Этот город помощью стал скорой всей большой стране. Детка, это Днепр. Мы не знаем, как у вас, А у нас все класс.
Дальше Львов. Ну а там Донбасс. Просто карта так легла в непростой игре. Просто Родина пришла. В город на Днепре. Город, город, где растят укропы, сухим держат порох. Дерзкий, губернский, детка, это Днепр. Мы не знаем, как у вас, а у нас река. Борисфен, Славутич, Днепр. моет нас река. И отмыто. Ого-го! Да и смылось. Ты, милый город, заслужил Время чистоты. Город, город, Где есть деньги, но дороже денег договоры. город клевый. Детка, это Днепр. Мы не знаем, как у вас. Расскажите нам, Чем живете? как дела? Мы ж одна страна. Чем помочь вам, если шо? В этот бурный век. Днепр наш, ребята. Наш. Но Днепр он для всех. Город, где укроп и порох, где габаты, где сенсора, мажоры, миноры, споры, коридоры, договоры, эгрегоры, надежда, опора. Да просто город, тот, который всем нам очень дорог. Просто дорог, детка, это Днепр. С Днепропетровском связаны детские и юношеские годы 7-го Любавического рэбе Менахем Менделя Шнейрсона. В 2012 году в центре Днепропетровска открыт крупнейший в мире площадью 120 тысяч метров квадратных центр Минора. Членами попечительского совета еврейского и хаббатской общины города являются крупнейшие украинские бизнесмены. Это Игорь Коломойский, Боголюбов, Пинчук и другие. Яков попросил у своего отца Ицхака благословения, и все благословения получил. Затем пришел Эйсав, его брат, и попросил своего отца: поскольку ты все благословения отдал моему брату, дай и мне хоть что-нибудь. И отец ему отказал. И я все время думал о том, как же может быть у отца, у которого 2 сына, и несмотря на те благословения, которые ты дал одному, неужели у тебя не осталось ничего, у него не осталось ничего, чтобы он мог дать второму сыну, которого он любил? И в этом году я прочитал очень интересное объяснение. Потому что Эйсав, узнав о том, какие благословения получил Яков, попросил у Ицхака благословения на то, чтобы его дети были едины. Он понимал, что если у детей будет единство, если потомки его будут как одно целое, то он сможет победить всех, он будет непобедим. И такого благословения он не получил, и тогда он громко закричал, и этот крик услышали все. Такого благословения не получил и Яков. Поэтому над тем, чтобы дети Якова были едины, евреям и еврейским лидерам приходится работать на протяжении всего времени и всех веков. Перед тем, как состоялся этот визит, я, как все люди, открыл интернет, Википедию, посмотрел биографию президента Израиля, господина Шимона Переса. И я увидел, что он всю жизнь занимался политикой. Я посмотрел список должностей, которые он занимал в правительстве Израиля,
политической жизни, он занимался практически всем. И на каждой должности он усиливал, он занимался связью, он занимался транспортом, он занимался иностранными делами. Он человек, который создал ядерный потенциал Израиля, он человек, который создал дипломатические отношения Израиля, человек, который строил Израиль. И в данном контексте это, кажется, строительство государства, это политик, это человек-легенда, которого знают все. Но занимался он тем, что он объединял евреев. Потому что если бы не существовало сильного государства Израиль, существование общин по всей земле было бы затруднено. Пока есть Израиль, пока есть израильская армия, мы можем здесь спокойно себя чувствовать. И так было, и так будет всегда. У прибрежных лос, у высоких кручь, и любили мы, и росли. Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч, над тобой летят журавли. Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч, над тобой летят журавли. Ты увидел мой Днепротец река, мы в атаку шли от горой. Кто погиб за Днепр, будет жить века. Коль сражался он, как герой. Кто погиб за Днепр, будет жить века. Коль сражался он, как герой. Как напал на нас, мы с Днепра ушли, смертный бой гремел. Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали, и волна твоя, как слеза. Днепр наш, ребята, наш. Где укроп и порох, где гопаки, где сенсора, мажоры, теноры. Из твоих стремнин ворог воду пьет, захлебнется он той водой. Славный час настал, мы идем вперед и увидимся вновь.
Там, где евреи живут в окружении неевреев, и есть обоснованные опасения, что мезузу могут украсть или испортить, разрешайте прикрепить ее внутри, но обязательно на косяке и на расстоянии не более 8 см от двери, когда она находится в закрытом положении.